Всем привет! Перед началом я хочу рассказать очень важную новость. Теперь на YouTube-канале будет выходить только 2 ролика в месяц. Еще 2 вы найдете в моем телеграм-канале. Вот QR-код. Также под роликом будет ссылка. Подписывайтесь. То есть на этой неделе вышел ролик здесь, на следующий будет в телеге. На самом деле я хочу сделать кайфовое место, где можно будет пообщаться, легко найти какую-то информацию и быстро ей поделиться. Все это можно организовать в телеге. Каждый из вас, кстати, прочитав книгу или комикс, может написать подробный обзор-статью и скинуть ее мне, а я опубликую ее в телеге. И при этом она не затеряется, так как я сделал относительно удобную навигацию, благодаря которой можно найти все, что выходило ранее. В общем, жду вас там. А сейчас, собственно, ролик. Книга 166. Антихрупкость. Автор Насим Талеб. Глава 1. Что такое антихрупкость? Будучи антихрупким, вы не будете бояться случайных и неопределенных событий. Также вам не будет страшно допускать ошибки и сталкиваться с неизвестностью. Наоборот, это будет идти вам на пользу, так как вы будете развиваться и расти. Многим вещам и явлениям, например, экономическим системам, вашему телу и вашему питанию, нужна встряска и переменчивость. То есть диабет и многие другие современные болезни возникают из-за недостатка случайности в питании и отсутствия стрессора в виде нерегулярного голодания. Допустим, если вы месяц пролежите в кровати не двигаясь, то есть подавляя переменчивость, то ваши мышцы просто атрофируются. А если родители чересчур опекают своего ребенка, он не сможет жить самостоятельно. Таким образом, все сложные системы ослабнут или погибнут, если избавить их от стрессоров. Или, согласно легенде, Митридат IV принимал едва ли не смертельные дозы токсических веществ. И постепенно эти дозы увеличивал, для того, чтобы выработать иммунитет к ядам. И у него это получилось. Таким образом, дорога к неуязвимости начинается с небольшой толики вреда. Исследователи выяснили, что овощи полезны нам не только потому, что в них есть витамины, а потому что они защищаются от насекомых, вырабатывая ядовитые вещества. И мы, поглощая эти вещества в умеренных количествах, укрепляем наш организм. Поэтому постепенно вносите в вашу жизнь и в жизнь компании небольшие дозы стресса и беспорядка. Делая свою жизнь не слишком комфортной, мы наоборот подвергаем себя опасности. Автоматизация самолетов лишает пилотов возможности решать сложные задачи, делая полет слишком комфортным. Из-за недостатка сложных задач внимание пилота притупляется, а его реакция теряет остроту, отчего и случаются аварии с человеческими жертвами. Или, например, на регулируемых переходах пешеходы гибнут чаще, чем когда переходят улицу в неположенном месте. Из-за того, что люди поднимаются на лифтах и эскалаторах и постоянно передвигаются на машинах, у них отсутствует какая бы то ни была физическая активность, а поэтому проблемы с сердцем гарантированы. То есть комфорт убивает нас. В Нидерландах провели эксперимент. С улиц там убраны все дорожные знаки. Отмена регулирования привела к повышению уровня безопасности, что подтверждает, что внимательность антихрупка. Она заостряется, когда человек ощущает опасность и ответственность. После этого многие немецкие и голландские города уменьшили число дорожных знаков. Черные лебеди – это непредсказуемые и нерегулярные события огромного масштаба, влекущие за собой тяжелые последствия. Вероятность таких событий невозможно рассчитать. Например, мы будем куда более неподготовлены к наводнению, которое случается раз в 100 лет, чем к наводнению, которое случается раз в 5 лет. События обычно происходят именно в тот момент, когда нам есть что терять. А антихрупкость – это средство от черного лебедя. То есть вы примете его как нечто необходимое для дальнейшего развития, для истории, технологий и так далее. Технология – это порождение антихрупкости. Она создавалась теми, кто не боится рисковать и двигаться вперед, методом проб и ошибок. Хрупкость можно измерить, то есть вы можете утверждать, что если произойдет какое-то событие, то один объект пострадает больше, нежели другой. Например, плохая погода больше скажется на вашей бабушке, чем на вас. А при землетрясении здания, не рассчитанные на это, рухнут куда быстрее, чем здания с необходимыми технологиями. Люди, которые отрицают необходимость антихрупкости, называются хрупкоделами. Хрупкодел-родитель перебарщивает с заботой. Хрупкодел-медик перебарщивает с медикаментами и отрицает естественную способность тела к самоизлечению. Существует принцип гиперкомпенсации.
Например, лучшая лошадь придет второй, если остальные лошади менее резвые, и выиграет, если ее соперники сильны. Говорят, что дикторы должны быть громкими, а если придется, танцевать на сцене, чтобы привлечь внимание аудитории. Но это неверно. Самые влиятельные дикторы говорят тише всех. Так вы заставляете аудиторию ловить каждое ваше слово. Или обычно мы стараемся уединиться, чтобы начать работать. Но работая в шумных местах, мы учимся фокусироваться. Многим писателям нравится писать романы в людных местах, например, в кафе. Или мы быстрее засыпаем, когда слышим шуршание листьев или шум океана, а не в полной тишине. Есть еще два примера. Попытка скрыть информацию делает ее более значимой, чем попытка донести ее до широких масс. То есть, если вы скажете кому-то, что какая-то информация очень секретная, она довольно быстро начнет распространяться. Запрещенные книги привлекают внимание, они антихрупкие в отношении цензуры. А отрицательные отзывы известных людей могут, наоборот, положительно повлиять на продажи книги. И посмотрите, как люди теряют репутацию именно из-за того, что усиленно пытаются ее сохранить. Вы не сможете контролировать репутацию, вам не удастся взять под контроль информационный поток. Взамен сосредоточьтесь на том, чтобы по-другому реагировать. Следует также помнить о взаимосвязях. Если истребить всех львов, козы начнут неимоверно размножаться. Они будут грызть корни, отчего в горных районах деревьев не будет вообще. Вряд ли охотники на львов могли предвидеть такой исход. Точно так же, если вы закроете банк в Нью-Йорке, последствия проявятся повсюду, от Исландии до Монголии. Избавляя себя от стресса, допустим, не давая нагрузку костям, теряется плотность костной ткани. А это является причиной старения, так как кости становятся более ломкими. И у мужчин происходит эректильная дисфункция. Но наша антихрупкость не бесконечна. Многое зависит от времени на восстановление. Если мы столкнулись с каким-то стрессом, а потом провели день расслабляясь, это скажется на нас положительно. Но если мы находимся под постоянным стрессом, например, из-за агрессивного начальника, ипотеки, подготовки к экзаменам и так далее, это вредно для здоровья. Языки легче изучаются, когда мы преодолеваем препятствия, то есть общаемся по мере изучения с носителями языка. Новые слова усваиваются не зубрежкой, а в процессе общения, когда тебе во что бы то ни стало надо понять, о чем говорит другой человек. А бизнес развивается, если у него есть конкуренты. То есть, чем больше перед вами препятствий, тем более эффективно вы продвигаетесь вперед. Глава 2. Новое время и отрицание антихрупкости. Есть наемные рабочие, а есть частники. Обычно доход и тех примерно одинаковый. Но при этом черный лебедь, который может полностью лишить наемного работника дохода, частников не клюнет. Первого могут уволить одним звонком, а второй из-за постоянных стрессоров учится приспосабливаться. И если, например, таксист не получает заявок на перевозку пассажиров, он может доставлять продукты, багаж или что-нибудь еще. При этом у вторых бывают счастливые случайности. Например, таксист может получить довольно выгодное предложение, которое отобьет несколько дней его работы. Точно так же у проститутки есть шанс получить от влюбившегося в нее богатого клиента невероятно дорогой бриллиант, а то и предложение руки и сердца. Также навряд ли кто-то возьмет человека за 50 на работу в банковской сфере. В то же время таксистам работают люди и по 80 лет. Таким образом, доход постоянных рабочих менее защищен от больших потрясений. Многие же боятся случайностей и стремятся к стабильности, то есть к хрупкости. В итоге они не смогут приспособиться, если что-то пойдет не по плану. Существует главное заблуждение, которое наносит максимальный урон. Это то, что отсутствие доказательств близости катастрофы еще не означает, что мы доказали, будто катастрофы не будет. Допустим, мясник откармливает индюшку 1000 дней. С каждым днем аналитики все больше убеждаются в том, что мясники любят индюшек, и их уверенность растет день за днем. Мясник продолжает откармливать индюшку вплоть до Дня Благодарения. Именно тогда, когда уверенность в том, что мясник любит индюшку, достигла апогея, и жизнь индюшки вроде бы стала спокойной и удивительно предсказуемой, происходит событие, которое полностью разрушает эту теорию. Это событие и называется черным лебедем. Подобно двум типам людей, о которых мы говорили ранее, хаотичная конфедерация муниципалитетов более стабильная в долгосрочном плане, чем централизованная система, благодаря тому, что в ней есть переменчивость.
То есть, если убрать на рынке так называемых спекулянтов, которые вносят переменчивость в систему, и установить фиксированные цены, то таким образом мы создаем лишь иллюзию стабильности. В итоге период затишья будет прерываться резкими скачками. А поскольку игроки не привыкли к переменчивости, малейшие колебания цен приведет их к панике. Поэтому можно сказать, что систему стабилизирует небольшой беспорядок. Или представьте человека, который каждый день приходит домой в 6 вечера. И если он из-за чего-то опоздает на 30 минут, его семья сойдет с ума, думая, что он наверняка помер. Поэтому действовать непредсказуемо полезно как для них, так и для вас. Маленькие лесные пожары иногда помогают избежать больших пожаров. Во-первых, потому что устраняя большую часть огнеопасного материала, мы не даем ему накапливаться. Во-вторых, пожарные не будут расслабляться и всегда будут на страже. По тем же причинам стабильность не хороша для экономики. В период долгого устойчивого процветания фирмы забывают о том, что такое неудача, и слабеют, незаметно становясь все более уязвимыми. Из этого следует, что в отсутствии кризисов нет ничего хорошего. Точно так же отсутствие колебаний на рынке приводит к панике, когда рынок внезапно падает. Люди начинают продавать акции буквально за копейки. Иногда в систему нужно добавить фактор случайности, чтобы подтолкнуть ее к развитию. Например, осел, одинаково страдающий от голода и от жажды и застывший на равном расстоянии от пищи и воды, неизбежно погибнет от недоедания и обезвоживания. Спасти осла можно, если случайно подтолкнуть его в одном или другом направлении. Или, например, в IT-сфере систему безопасности никто не будет улучшать до первого случая взлома. Как говорится, пока петух не клюнет. Цареубийство – тоже своего рода случайное событие, которое ведет за собой перетасовку, на которую никто не пошел бы добровольно. Сейчас же всевозможные руководители и члены правлений остаются в своих креслах все дольше, что препятствует развитию множества отраслей. Поэтому стабильность не работает. Это бомба замедленного действия. Iatrogenia – это слово для обозначения вреда, причиняемого тем, кто хочет помочь. Например, некоторые врачи назначают лекарства даже тогда, когда для выздоровления они не требуются. Как мы помним, наш организм самовосстанавливается, и пичкая себя, например, антибиотиками, каждый раз, когда у нас повышается температура, вы тем самым гробите свое здоровье. Это проявляется не только в медицине. Вот несколько областей, где это может встречаться. Все это ведет к мегахрупкости. При этом продать «смотрите, что я ради вас сделал» куда легче, чем «смотрите, от чего я ради вас уклонился». То есть врач, отказавшийся выписывать пациенту лекарства и позволивший организму исцелиться самостоятельно, будет выглядеть как ничего не делающий и бесполезный, и не получит ни вознаграждения, ни похвалы. В отличие от доктора, который уверит пациента, что без лекарств не обойтись, назначит ему дорогие лекарства, после чего излечит больного и заработает кучу денег, хотя больной выздоровел бы и без этого. Настоящий герой в мире черных лебедей – тот, кто предотвратит катастрофу. А поскольку катастрофы не было, то человек не получит в итоге ни признания, ни премии. Автор также говорит, что прокрастинация необходима человеку, и с ней не нужно бороться. Да, иногда вещи сами собой не сделаются. Но когда вы откладываете несрочный визит к врачу, или писатель уклоняется от сочинения главы, пока его тело не скажет ему, что готово, по сути, он использует естественную защиту. Писатель пишет только когда ему это нравится, и только о том, о чем ему нравится писать. А читатель не дурак. Он понимает, когда писатель выдавливает из себя хоть что-то, главное закончить книгу. Автор также медлил и откладывал операцию на позвоночнике, когда повредил спину. И полностью вылечился в Альпах сам, где устраивал пешеходные прогулки после занятий со штангой. С этой книгой то же самое. Если он медлил с написанием какой-то главы, значит он просто ее отбрасывал и начинал писать то, о чем ему хотелось. В общем, это основная суть всей этой книги. Я прочитал ее где-то наполовину, и дальше идет много различных историй и философских предположений. Но главное то, что события могут происходить совершенно не так, как вы предполагали изначально. И что каждому нужна хорошая встряска, а не стабильность, чтобы мы могли постоянно адаптироваться к новым условиям. А на этом книга подходит к концу. Подписывайся на канал, ставь лайк, нажимай на колокольчик и оставляй в комментариях свое мнение о данной книге. Пока!